мама нашла мужика себе, который младше ее на 17 лет. Моя сестра от него родила. Мама родила, потом Нина родила. Он пытался вас еще изнасиловать? Да. Что ты сплетни-то пускаешь? Да потому что мне из-за тебя рано пришлось повзрослеть. Вы живете с мужиком, который насилует вашу одну дочь, пытается изнасиловать другую. И что? Что базаришь? Ты сама с ним спала, с этим Андреем. Да никто тебя насиловать даже не пытался. А вам было не обидно, что он от вас ушел к маме? Нет, у нас не сложились с ним отношения. Ты в 15 лет, Почему? когда начал по постелям прыгать, почему они не сказали? Потому что мама виновата. Вот если я с ней начал жить, я с ней живу, все, у меня просто сильно ничего не получилось. Мы сделали тест ДНК. Чей ребенок ваш, второй? У вас есть сомнения, ваш это ребенок или нет? Добрый день! Речь у нас сегодня пойдет о Челябинской аномалии. Но, к сожалению, говорить мы будем не про метеорит. А дело в том, что там мама приводит домой мужчин, а рожает почему-то от них дочь. Сегодня в нашей студии Ольга Сачихина. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, что у вас случилось. В моей семье происходят ужасные вещи. Моя мать привела домой молодого любовника. Так. И я предполагаю, что моя сестра от него родила. Вот это да. Откуда у вас такие предположения? Так, потому что мы уже сталкивались с подобной ситуацией. Это было несколько лет тому назад. То есть ваша сестра уже рожала от маминого любовника? Да, И вы думаете, что сейчас произошло то же самое? Это Да. ее второй ребенок? да. А От давайте второго тогда маминого с любовника. самого начала и поподробнее. Сколько у вас вообще детей в семье? 8. Я самая старшая. 8 детей у вашей мамы. Вы старшая. У вас, наверное, один какой-то отец, да? У меня, да, один получается. Мы с ним, не контактируем никак. А кто вас вырастил? Мама. А отчим был? Да, был отчим. Это, получается, отец Нины, Вероники, Вали и Вовы. Получается, вас вырастил отчим. До 13 лет, да. Потом он умер. Он болел туберкулезом, много пил и умер. И, видимо, судя по тому, что ваша мама еще троих родила, появился какой-то мужчина. Да. Получается, он племянник отчима, который умер. И на момент, когда они сошлись с вашей мамой, ему сколько было, вы помните? Лет 17-18, наверное. Так, где-то. то есть у них разница в 17 17 лет лет, да? Ему было 17, маме было 34. Да, где-то так. И они сошлись. Угу. Ну, не просто сошлись, они еще троих детей родили. Именно. Да, а как они жили? Ну, как жили? Он также выпивал. Ну, работал, обеспечивал вашу Нет, семью. конечно, он не обеспечивал вообще никак. Он на был что жили? альфонсом на детские деньги, на детские пособия. Мама тоже никогда не работала, он тоже никогда не работал. Так где-то какие-то подработки искал, чисто, я не знаю, как это объяснить, для приличия, что ли. Как вы узнали, что ваша сестра от него родила? У нас была потасовка одна с ним, и он в этой потасовке сознался сам, что типа, Нина от него забеременела. И что вы сделали, когда узнали, что этот ребенок от него? Пошла заявление, написала. А вашей сестре сколько было на тот момент? 17 лет. Так, а маме сказали об этом? Да. Как мама отреагировала? Она не верила до последнего, что у них была связь с Андреем. А у мамы на тот момент сколько детей от него было? 2. И мама уже была на последнем сроке 3-м ребенком от него. Вот этой Кариной, да? Да. И Нина уже была беременна. Мама родила, потом Нина родила от одного. Какой ужас. Когда вы написали заявление, этому заявлению дали ход? Да, конечно, его, в общем, посадили на 15 лет. За что? За изнасилование малолетней моей сестры. Так. За попытку изнасилования. Причем Кого? Меня. Он пытался вас еще изнасиловать? Да, он пытался меня изнасиловать. И не один раз. А вы маме об этом рассказывали? Да, рассказывала. И как она реагировала? Она боялась. Чего она боялась? Она его боялась. Он потому что всех бил в семье. И детей бил? И детей бил.
А вы писали заявление еще вдобавок, что он и детей бьет? Да, конечно, он сидит вот как раз по этим 3 статьям за изнасилование малолетних, за избиение малолетних и за попытку изнасилования. А вы говорите, что он сидит за изнасилование Нины. В итоге выяснилось, что это было не по доброй воле, я правильно понимаю? Он ее изнасиловал. В итоге, получается, да, потому что сначала Нина, как мне сказала, что это было сначала как по добровольному, получается, а потом уже не по ее воле. А вот новый-то сожитель мамы откуда взялся? Честно говоря, я даже себе представить не могу. Она просто, когда я еще жила там, в Челябинске, в Челябинской области, она сказала мне: Оль, вот, у меня есть мужчина, тут молодой человек. Насколько я знаю, он тоже ее на 17 лет младше. Такая же точная история. Да. Как давно он появился в семье? Получается, после того, как посадили того, мама год с детьми жила нормально, все было хорошо. И вот появился новый ухажер ее. И все, вот, получается, это года 3, наверное, назад где-то. Он тоже, я так подозреваю, не работает. Нет, он не работает. И тоже живет на детские деньги. Именно так. Нынешнего ее любовника видела 1 раз в своей жизни. Но он тоже сидел, правильно же? Да, да. Угу. Но смотрите, когда у нее мужики эти появляются, она детьми-то вообще занимается? Да, занимается детьми. Она мама хорошая. Сейчас Как- уберем как женщину ее, это понятно. Да. Но вот в плане ухода за детьми она хорошая? Как мать она хорошая. На своей памяти, сколько я помню, она, она всегда ухаживала за детьми, всегда, все было дома покушать, все чистые, одетые, в принципе, дети были, и в школу ходили, и уроки со всеми учила. Но вот именно как в плане защиты, она, вот если у нее появляется любовник, вот как уже второй, она не может защитить ни себя от него, ни детей своих. А еще да, я бы сказала, она им еще и потыкает, этим своим любовникам. Как? Например, что первый любовник мамин, он говорил, что Нина сама залезла к нему в постель. Так же и со вторым. А мама этому верит. Она говорит, что... Что Нина плохая? Да, что Нина, ее дочь родная, она сама, правда, она просто это подтверждает и верит своим любовникам, что первым, что вторым. Я просто, я правда не могу представить, как это может быть, в соседней комнате, что ли, там 2-комнатная квартирка, и вот в этой квартире, где-то на соседней, может, даже кровати. А может и на этой? А может и на этой. Он спит с ее дочкой, Да. а она считает, что дочка во всем виновата. Да. А вы когда заявление-то на первого того написали, я вот удивляюсь, она как это пережила? Просила вас вообще забрать это заявление? Да, она сказала: Оль, не лезь в мою семью, яйцо курицу не учат, зачем ты лезешь, живи своей жизнью. То есть, если бы не вы, Да. этого бы мужика вообще никогда никто не посадил, потому Да, что и мама так бы не он была инициатором этого, правильно же? Возможно, не было бы сейчас его, был бы до сих пор бы вот этот вот. Но новый оказался не лучше. Как вы вообще узнали о том, что Нина беременна, что она беременна от него? Я уже на протяжении 3 лет живу во Владимирской области. И мама со мной, очень редко контактирует, так как не любит, что я на нее наседаю. Я узнала это от своей 3-й сестры после меня, которая идет, Вероника. Она сказала, что Нина беременна от Вовы. Я в шоке, недоумение было, как-то так. Вроде только Нина от первого родила, а тут опять от второго. Что это за бермудский треугольник-то, в конце концов. И Нина тоже потом, когда я уже приехала сама туда лично, Нина созналась, что да, это от него ребенок, дочка ее, и что она его любит, маминого любовника. Я спрашиваю: мам, мам, как вы живете? Он чей в итоге? Любовник-то Нинин или твой? Она говорит: Вова мой. Я говорю: а Нина? Я говорю: а Нина нарожала тут. Она говорит, у нее свой мальчик есть, Нина сейчас встречается с каким-то мальчиком, а У рожает... нее уже новый? Да. У Нины, получается, брат этого маминого. Брат мужика, от которого она родила? Да. Это его брат, и она с ним Вот. сейчас встречается? Да, я не 100% информации, как он сам, Вова, мне сказал, что это его брат. Слушайте, И что она с ним встречается, ему даже вроде бы нет 18. А сколько Нине сейчас лет? 21. Вы за других своих сестер не боитесь?
Конечно, я очень боюсь за Ну, них. правда, они же вот на подходе. Веронике 18, Вале 15. Да, я очень переживаю за них, поэтому я обратилась на эту программу, чтобы наконец-то, в конце концов, до мамы дошло, что нужно, думать о детях, потому что может произойти все, что угодно. Если он, что один, что второй позарился на маме, на Нину, где вероятность того, что это не случится с остальными детьми? А мама вообще это понимает? Вы с ней разговаривали? Да. И что она говорит? Не лезь, говорит ко мне. Живи своей семьей. Я сама разберусь. Вы знаете, мне очень интересно, что она сейчас всем нам скажет, потому что ваша мама, Валентина, приехала в эту студию. Валентина, идите к нам. Ну, слушай, дорогая, что ты сплетни-то пускаешь? Тебе не стыдно на всю Россию у меня позорить, а? Я тебя в детстве не лупила, паразитку такую. Сейчас буду тебя лупить. Кетчуп Махеев. Без сахара и крахмала. Рекомендую. Ты вообще с ума сошла, что ли? Ты что на меня сплетни-то пускаешь? Какие сплетни, мам? Какие сплетни пускаешь? На всю Россию меня позоришь. Ты живешь с нами? А? Ты мне скажи, ты с нами живешь? Ты с нами 3 года не живешь. Что ты сплетни-то пускаешь? Потому что мне из-за тебя рано пришлось повзрослеть. Из-за меня реально повзрослеть? Да! Это ты с 15 лет таскалась со всеми. Это ты со Владом стала жить. Это ты стала... А где ты была? Где ты была? Я дома была. Да, дома. Какая ты мать, если я таскалась 15 лет? Какая ты мать, если я таскалась 15 лет? Это ты не уследила за мной. Я должна за тобой каждый год выходить. Да, должна, мы твои дети, ты обязана, это твоя обязанность. Это моя обязанность. Я без тебя это знаю. Я тебя родила. Я тебя воспитала с малых лет. А ты на мать такую клевету еще. Да потому что надо... Гонишь, тварь такая. Да потому что нас за другими детьми тоже Я за смотри. детьми смотрю. У меня растут дети. Еще раз. Где растут Еще раз. Ты тронешь ее пальцем. Еще один раз. Ты это сделаешь? И что будет? Хочешь узнать? Садись. Что именно вы назвали клеветой? То, что ваша дочь родила 2 детей от ваших мужиков, это клевета? И что? Я не знала, что она забеременела от него. Мне по ДН сказала, понимаешь? Что они вам рассказали? Что они ДНК сделали Нине когда и сказали, что она беременна от Андрея. А до этого вам об этом никто не говорил? А Вот кто? ваша дочь беременная в 17 лет. Вы как мама у нее спрашиваете, от кого ты беременна? Доченька моя любимая. Какое счастье? Ну от кого? Что она вам отвечает? Она скрывала, она не говорила, что от Андрея беременна. Какую версию она вам говорила? Она говорила, что у нее в школе, где она учится, в интернате училась, что Так. мальчик есть. Так, что вы сделали? Вы поехали в этот интернат? Нет, не поехала Почему в нет? этот интернат. Вы не поехали выяснять, кто отец вашей 17-летней дочки? Может быть, этого человека в тюрьму посадить, потому что он, в принципе, нарушил закон в отношении вашего ребенка? Вы не стали выяснять, кто отец? Да или нет? Нет, я не стала выяснять. Почему? Я у нее начала спрашивать. Я говорю, Нина, от кого ты забеременела? Она мне не говорила, долго не говорила. Неужели, А потом, живя в одном доме, ты сказала, не могла что она забеременела от найти Андрея. эту связь между Так. ними? Я ее спросила, как ты могла от него забеременеть? Я говорю, он тебя изнасиловал или что? Она говорит, нет, по обоюдному согласию это произошло. Так. Что вы сделали, когда узнали? Когда я узнала уже все. Ничего. Там уже Оля сообщила, там ПДН, все такое. Вы просили свою дочь забрать заявление. Вы жалели Андрея? Я не просила ее забрать заявление. Вы его жалели? Тебе было жалко, и вот ты просила, чтобы я забрала это заявление. Чё ты Сказала, врёшь? Оля, успокойся, типа, куда ты лезешь? Но я тебя не просила забрать Сначала заявление. просила, а потом уже сдалась, когда поняла, что это бессмысленно, и Нина потом уже сдалась. Вы живете с мужиком, который насилует вашу одну дочь, пытается изнасиловать другую, а вы этого не видите. И продолжаете
продолжаете жить с ним дальше. И вместе со своей дочкой ходите беременные от одного мужика. А дочке 17 лет. Ну что вы делаете дальше? Его сажают в тюрьму, вы приводите такого же точно. Я его не приводила такого, мы познакомились с ним. Ага. А откуда он взялся? Мы с ним просто познакомились. Где вы с ним познакомились? По интернету. Так. По переписке. Так. Вы чем знали, ты что он в думала? тюрьме? Вы знали, что он в тюрьме? А что он, Знали. да. Ну нормально же, у меня семья, столько детей дома, девочек. Приведу уголовника домой. Какая разница? Второго, что, одного же мало. А? За что он сидел? За разбой. Так. Он вышел и к вам сразу в койку. Он не ко мне в койку залез. А куда? А к Мы дочери еще с ним твоей, даже не точно. так встречались. А как было? Мы просто с ним общались. Так. Я еще даже с ним не жила и не спала. Ну? Он с Ниной познакомился. Вот он с Ниной начал общаться. С Ниной и спал. То есть Нина от он него сначала забеременела. стал спать с вашей дочкой, а потом он ушел от вашей дочки к вам. Так? Получается так, да. Значит, ваша дочь беременна. У нее с этим парнем не сложилось, потому что появилась разлучница, мать. И вы стали жить с этим мужиком. Мы уже 3 года с ним живем. А в этой же квартире живет ваша беременная от него дочь. Да? Да. Ага. Вы работаете? Нет, сейчас я не работаю. А когда-нибудь в своей жизни вы работали? Работала. Я на базаре работала торговлей. То, что ты говоришь, что я не работала, я работала. Я в кондитерке работала. Пироженки делала, домой приносила. По 2 месяца было, да, вроде бы. Работала я. А мужик ваш, который сейчас с вами живет, он работает? Работает. Где? На разных работах. Вы живете на детские пособия. Он не живет на детские пособия. Он живет на детские пособия. Он не живет на детские пособия. Ты не знаешь, не говори. Он работает. Он Мне работает, Вероника сказала, квартиры где он работает. Ты делает. постоянно Веронике звонишь и жалуешься, что он сегодня напился, вчера Вову избил, позавчера Максима избил. Но он может кричать на них, крикнуть. Еще что А кто может? он такой? Ударить может? Ударить он не может. Ну, ударить подзатыльник ребенка. может дать Да, же? он не бьет детей А так. кто он такой этим детям, чтобы на них руку поднимать и рот свой поганый открывать, а? Кто он им такой? Ну, он никто, но он воспитывает их. Чтобы сбавить накал в этой студии, давайте посмотрим, как вы прекрасно с ним живете. А дальше продолжим. В эту квартиру я заехала 4 года назад. Кухню готовлю я. Девчонки у меня по части, они убираются дома. Здесь у нас находится небольшой зал. Здесь занимаются детишки. Рисуют, читают. Здесь мы в основном за столом кушаем. Также сидим с семьей, собираемся вечером, смотрим телевизор. Там мультики, кино смотрим. Дети у меня творческие, они любят рисовать. Могут целыми днями заниматься. Также мы разводим хомячков. Это хомячки Нинины, ей подарили. Но мы любим этих хомячков, вся семья их кормит. Это комната моя, гражданского мужа и моих детей. Максим здесь на 2-м ярусе спит. Здесь Вова спит. Маленький, мелкий. На этой кровати спит Валентина, ей 15 лет. На этом диване спим мы с Владимиром. Почему Оля лезет в мою жизнь? Не знаю, что ей надо от меня. Не может, наверное, смириться, что у меня появляются мужчины. Мы с ним живем нормально, хорошо, душа в душу. Дети очень любят Вову, они его уважают. Он их тоже любит. Оля, пожалуйста, не лезь в мою семью. Пожалуйста. Не лезь в мою семью, я же к тебе не лезу. Что я больше не могу? Если твоя семья это Вова, Моя семья – это дети. Не надо рассказывать нам тут сказки, что ваша семья – это ваши дети. Ваша семья – это ваши мужики. Если меня человек полюбил, я буду жить. А они вас с ним. все полюбили? любит, если Я твоя ей рот дочь. закрою. Подожди секунду. А они вас все любили, эти мужчины? И вот этот нынешний тоже любит? Да? Да. Он меня любит, он готов ради всего нас. Всех детей и, все, и меня. На все готов.
Он работает, он устроился на работу, он А дочка работает. ваша сейчас с его братом живет? Она не живет с ним. Ну, встречается. Ну да, встречаются. С его родным братом? Да. Это ужас. А где, хотела спросить, материнский капитал? Нет у меня материнского А где он? капитала. Меня риэлторша обманула. Вы хотели его обналичить, но не получилось. Нашелся человек хитрее вас. А вам какое дело? Вы что до материнского капитала туда копались? Вам сказать, какое дело? В смысле, Я вам какое щас скажу. дело? Там дети, это не ваши деньги, а, А вы для знаете, детей. откуда берется материнский капитал? Да. Вы не можете этого знать, потому что вы никогда в своей жизни не работали. А я, Я работаю. работала. А я работаю. И каждый, кто находится в этой студии, и тех, кого вы видите, и те, кто за камерами стоят, они все работают. И с этих своих зарплат они платят налоги. А вот из этих налогов, таким как вы, дают материнский капитал. Поэтому я имею право, и каждый, кто здесь сидит, и каждый по ту сторону экрана, спросить вас, куда вы его дели? Потому что это мы все вместе дали его вашим детям, не вам. А вы взяли и куда его дели? В унитаз спустили. Давайте послушаем, как Нина отзывается о родной сестре, о сожителе вашей мамы. Вот отличие от Оли, я маму не бросила, а она бросила. Всякие сплетни собирает, ходит, говорит про всякую чепуху. Она вот не знает, как мы живем, пусть не базарит. Да, нас много, мы живем дружной семьей. Не ругаемся, не ссоримся. Места всем хватает. Здесь у меня спит мелкая, здесь сплю я со старшим сыном. Вот я не понимаю, чего она добивается? Хочет, чтобы детей в детский дом забрали, что ли? И никто не хочет, чтобы в нашу семью кто-то лез. Это Оля как пристанет, как банный лист. Я не знаю, почему Оля лезет в мамину личную жизнь. С кем мама захотела, с тем и живет. Не надо мамину личную жизнь лезть. Она все пристала. С тем живешь, то с тем живешь. С кем хочешь, с тем и живет. Пусть на Вову не наговаривает это Оля. Он работает и так на 2 работах. Дома помогает, и с детьми сидит. И никакой он там не нахлебник, как Оля говорит. Какой он нахлебник, если на 2 работах работает? С утра уходит, к ночи там возвращается. Претензий вообще к нему нету. Она вот живет своим мужем в Москве, пусть там и живет. Пусть в нашу семью вообще не суется. Я думаю, что всем в этой студии уже хочется посмотреть на вашу дочь Нину и поговорить с ней. Нина, идите к нам. Че базаришь? Ты сама с ним спала, с этим Андреем. А сама говорит, изнасиловать ее пытались. И никто тебя насиловать даже не пытался. Я не спала никогда с Андреем. Мне Спала было... ты сама в Чебаркуле с этим Мне Андреем. было 13-14 лет. Ну, Кто ты с ним я спала? Я не спала никогда в жизни с ним. Спала Он пытался ты с меня ним. изнасиловать Ты с ним много спала. раз. А ты что сюда приехала? Сплетни собирать? Везде собрала и мне приперлась, нечего, что ли? вот именно, мне нечего скрывать, и я спокойно могу прийти сюда и рассказать на всю страну этот позор, чтобы он в конце концов прекратился уже. Давайте мы тон чуть-чуть сбавим, послушаем Нину. Она... Сколько вам лет, Нин? 21. И вы мама 2 детей, да? Угу. У вас с Олей какие отношения? Никакие. Она к нам ни разу не приезжала. Приехала 1 раз. И все, больше не приезжала даже. Ни А одного сейчас раза. вы за что на нее так Потому орали? что меня там никогда никто не ждал. Сейчас вы за что на нее так орали? Ну, чтобы она не базарила, всякие сплетни не собирала. Подождите, но она же приехала это сюда сплетни? и рассказала 2 неоспоримых факта, самых главных, что вы сначала родили от одного маминого мужика, сейчас вы родили от второго маминого А мужика. ей-то какое Неправда. дело? Я твоя Подождите. сестра. У вас с мамой какие отношения? Хороший. Ваш первый ребенок от вашего же отчима, мама с ним жила. Сколько вам было лет, когда у вас первый раз это случилось? 17. Это было насилие или это было... Нет, это было по обоюдному согласию. Вас не смущало, что он живет с вашей мамой? Нет. А как это происходило? Ну, где мама в этот момент была? В магазине. А кто предложил? Он сам предложил. А вам он нравился? Да. И вы согласились? Так вы от него сразу забеременели или какое-то время у вас были отношения? Сразу. Так, он знал, что вы от него беременны? Да. Как он отреагировал? Ничего. Ну, что он сказал? Ничего не Сказал, сказал. что он был пьяный, она сама на него залезла. Ну, он разрешил вам рассказать об этом маме? Нет.
Он сказал, ну ты придумай там какую-нибудь историю, все. Ну, этот с вами спал, и второй с вами спал. А вам было не обидно, что он от вас ушел к маме? Нет, у нас не сложились с ним отношения. А почему они не сложились? Не знаю, А зачем вы от него беременели? не знаю. Я не просто так у вас это спрашиваю. Это же не последний мужчина в вашей жизни. У вас же теперь новый, это брат вашего отца, вашего ребенка. Вы с ним предохраняетесь или нет? Нет, мы с ним ничем не занимаемся. А вы с ним не спите? Нет, Просто встречаетесь? да, А вы собираетесь с ним спать? нет. Почему? Потому что ему мало лет, А сколько ему лет? 17. Вы ждете, пока ему 18 исполнится, да? Да. После армии, когда придет, он предложение сделает. А вы согласны будете за него замуж Да. выйти? А чувства у вас есть к этому молодому человеку? Да, он подарки дарит. Каждый день приносит. Это мне чувство, что ли? всякие разные подарки. А какие подарки он вам дарит? Ну, много там цветы, там всякие игрушки. А его не смущает, что вы родили от его брата? Нет, он с ребенком сидит, играет с ребенком, нянчится. А как отец вашего ребенка реагирует на то, что вы с его братом? Да нормально, А мама? нормально. А вы с отцом Нормально, ребенка вы понимаете, прекратили мама вся- нормально Закрой рот. реагирует. А как Да что я что- скажу ей? Не встречайся с ним. Девчонки, ну Но это если ж она его ненормально. любит, Ну она это его ж полюбила, ненормально. этого мальчишку. Я что, ей запрещу, что ли? Николай, у вашей жены есть вот такая родня. Она вас не напугала? Я как бы в этих всех нюансах, обстоятельствах как бы не знаком. Как бы, ну, То есть для вас сейчас много сюрпризов? да, для меня это просто шокировано. Вы как-то этого Вову можете его охарактеризовать? Ну, одним словом, я не знаю, дебил, что ли? Сейчас как Это, стащит, выйдет в студию. Ну, пусть выходит. Вова, идите к нам. Ты чё? Ты чё за себя там ничего не говоришь? следи, а? Давай не Челяба. хайми ее. Ты Кто такой вообще тут? Я сейчас с ней разговариваю, не с тобой. Ты кто такой слушай. вообще? Нормально разговаривай. Я муж ее. Тебе самой это не стрёмно было писать Мне не заявление? стрёмно. Я хочу, чтобы она опомнилась и Чё одумалась. опомнилась? Ты в 15 лет, Почему? когда начал по постелям прыгать, почему они не сказали? Я сейчас сидел долго. Потому что ждал. мама виновата. Мама Знаешь, виновата. Вова, Она почему ты допустила на это. меня Я говоришь, вот откуда курицу, знаешь? я ее один раз всего лишь видел. Один раз. Слушай, Ты кто такой? А? Сказать? Иди к мужу. Говори. Иди Тебя к не мужу. выводишь. Иди. сядь к мужу, да. Еще раз. На пятнашечку быстренько отсюда Выход на уведут десяточку. тебя. Я тебя прошу не оскорблять здесь женщин и будь добр вести себя уважительно. Ты здесь не имеешь права оскорблять женщин и вообще так разговаривать. Герой или что? Пойдем один на один, я сейчас Пойдем. объясню. Пойдем после студии, вообще не вопрос. Давай. У меня вопрос к вам. Как вы оказались в этой семье? Как оказался? Да. Находился по ту сторону забора. Узнал такого Андрея Лазарева. Все, мы с ним пообщались, а он заехал за изнасилование. Андрей Лазарев – это отец я троих знаю, да. детей. Ваших и ребенка Нины. Вы с ним вместе сидели, да? Да, он попросил передачку. Там я уже освободился, попросил передачку. Приехал к девчонкам, вот, ну что, надо было передачку забрать. Какую передачку? Ну, на него. Я так и не сделали передачку, а не ему. Все, я начал с Ниной общаться. Вот, ходил к нему в гости, потом мне постоянно вот Валентина делала чай, она кормила меня. И? Хихи, ха-ха, вот так вот получилось с Нинкой. Да, она забеременела, она родила. Я ничего не говорю. Ну, жить-то я начал с ней, потому что она ко мне с душой относится. А Нина к вам не с душой относилась? Нет. А что же вы ей детей делали, если она к вам не с душой Ну, относилась? так получилось. А вы работаете? Да, я работаю неофициально. Где? Я на фасадах работаю. Дома обшиваем. Я вот прихожу домой, я деньги ей даю все. Вот если я с ней начал жить, я с ней живу, все, у меня просто сильно ничего не получилось. Но я не ушел оттуда, ничего. Нина, он вписан отцом ребенка в свидетельство о рождении? Почему? У него нет документов. А еще и документов У него нет. есть документы, но у него прописки нет. А вы за что сидели? За разбой. Сколько вам дали? 10. Хотите послушать, что соседи про вашу семью говорят? Давайте. Слушайте. Да ее надо лишать родительских прав. Это ужас какой-то. У нее все дети от разных мужчин, во-первых. Во-вторых, нигде не работая, она меняла мужиков как перчаток. И они что сделали с домом, так это вообще кошмар, когда их попросили выселиться. Они его
Всю мебель, все, что там было, переломали. Они стены себе топором перерубили, изрубили. Там вообще ужас, что они сделали, там мы все в шоке были. Она не работала, он тоже не работал. Пенсию получали, пошли пиво наберут, сидят пьют. Дети, в общем, они сами по себе. Она за ними не смотрела. Она грубая. Она ни с кем ругалась со всеми. Она вон или дома сидит, или уйдет в магазин, как она говорит. Я в магазин пошла. Тут вот только старшая сестра за ним не смотрела. И то она потом вон туда к соседям стала ходить. Тоже не нужно. В общем, они тут плохо жили. Их все отсюда гнали. Как она посидели, тут вообще грязь все время в подъезде внизу была. Надоели мне уже. Домофон вечно не работает, я уже отказался от домофона. Дверь все время открытая. В общем, не хочу даже говорить про них. Мешают, кричат, очень шумно. До часу ночи могут орать. Это матершинные слова, дети все матерятся. То есть это безразборный мат в сторону детей. Это между собой общение матершинное. Я просто не приемлю такого. Поэтому мне непонятны эти принципы в жизни. Одна из ваших бывших соседок, Ольга Нигматуллина, которая застала вашего еще того сожителя, Андрея, приехала к нам в студию. Ольга, идите к нам. Здравствуйте. Привет. Меня-то ты, надеюсь, помнишь? Ну, конечно, помню. Узнала? Я не помню. Оля, у меня волосы просто дыбом, у меня слов просто нету вообще, все вот это. Как ты себе вообще позволила такое? Променять детей на мужиков. Я от одного мужика дочь избавила. Так Оля поэтому и смылась в Москву, загасилась здесь. Она не смылась и не загасилась. Я не загасилась, я закончила учебу самостоятельно, и меня никто не заставлял, не контролировал. Я сама хоть себе один жила. адекватный человек в вашей семье. Оля. И ты второй раз на грабли наступаешь опять, приводишь кого? Оль, а вы нам про первые грабли расскажите. Я понимаю, Ой, что первые вы были... грабли — это кошмар, конечно, Вы тоже застали был. ее тогда, когда она жила с этим Андреем, Да. правильно же? Выглядел как вот на уровне ее детей. Выглядел. Это же смешно было смотреть. Ты взрослая женщина. Он как ребенок твой выглядел. Она ему 3 родила. Он старше меня на 5 лет. А еще дочка ему родила. Почему дети у тебя по металлоприемкам ходили каждый божий день? Мимо моих окон они проходили с коляской. Каждый день. Это нормально. Все время не заплетенный. Я ни разу не видела ни косы у ребенка. Одежда там не пойми каких годов. Грязные они, неухоженные были. Ничего хорошего я не могу сказать. Еще дочь у меня видела лично, что за 5 в баках они рылись, искали продукты вот эти вот. Просроченные? Бэушные, да. Угу. Скажите, пожалуйста, а что за история с их отъездом? Они переезжали с каким-то скандалом. Они то ли пили с хозяином дома, то ли что, обманно. Чего? Ничего. Ты вообще-то что говоришь, какой мы пили? Что я знаю, то и говорю. Что ты Очень знаешь? они пили, наверное, под пьяную лавочку, я думаю, что хотели договор у него там. Нет, он трезвый. На дом. Он трезвый был, он трезвый был. Как Подождите. трезвый человек тебе договор на дом отдаст. А они хотели у него договор на дом забрать? Документы. Мне кажется, они, по-моему, стащили документы. Не, было все это ему такое, отдали документы. Что Мы их ему потом все с документы милицией выгоняли отдали. из дома. А главное, что Нина во всем поддерживает свою маму. Вот это самое страшное. Мы хотели дом выкупить вообще. Самое страшное, что она разговаривает даже как Да, мама. Это абсолютно. очень страшно. Вот это самое страшное. А вот а этого, вот за когда я ребенка увидела страшно. молодого человека, я тоже в шоке была. Подождите, у него вы на лице написано, Да я что сейчас он в шоке, когда неадекватный. Я уж его лично не знаю. Да, я тебя тоже Да. не знаю. Я тебя видела один раз, и мне хватило увидеть, кто ты и что ты. Ты и за о меня чем толком ничего не ты. знаешь. Ты сейчас что... Да мне не надо знать, я Ну и вижу всё. по твоему лицу. Плохо ты видишь со зрением, очки надо выписать срочно. Господи, Да. боже мой. Скажите, пожалуйста, а органы опеки к вам приходили вообще когда-нибудь? Мне кажется, нет. У них есть какие-то претензии к вам? Не вам же говорят, зачем Нет? лазите. Ну, мы сходили в органы опеки. Давайте послушаем их.
Обухова Валентина Владимировна попадала в поле зрения в 2013 году, так как у нее были утеряны документы, и она обратилась за помощью в их восстановлении. С этой целью дети были помещены, девочки, в СРЦ, то есть на полное гособеспечение, и была оказана помощь именно юридическая с сопровождением специалиста по восстановлению документов. Семья в мае 2020 года снята с улучшением, то есть сигналов из каких-то служб относительно данной семьи не поступало. О каких-то там конфликтных ситуациях, правоохранительные органы или еще что-то такого? Нет, нет. То есть, ну, В комиссии по делам несовершеннолетних семья не разбиралась, дети не привлекались. И мама по 5.35? Не поступала. Не поступала? Нет. То есть никаких административных нарушений у нее не было? Ну а конфликтов внутри семьи вы не слышали тоже? Нет. Насколько мне известно, сожителя Валентины посадили за изнасилование. И там у них как-то все мутно. Если бы эта информация подтвердилась, то тогда бы эта семья все равно была бы как социально опасна. Угрозы жизни и здоровью детей не было. Ну, это кто сейчас выступал перед нами? Юль, я вот сижу, я не просто в шоке, да? Как-то Претензий как нет, это они все не хорошо, знают. мы ничего не знаем. Мужик Значит, сидит в тюрьме 15 сожитель. лет за то, что он бил детей, за то, что он изнасиловал одну дочку и пытался изнасиловать другую. А органы опеки ничего не знают. Сейчас в семье девочка родила от Не маминого было сожителя, подтверждено. а они продолжают ничего не знать. Юля, но если мы не решим родительских прав, мы будем неправы. На самом деле надо просто спасать. Исправляться. Кому исправляться? Им исправляться. И мы это дело до конца доведем. А вы за что меня будете родительских прав лишать? Я что, пью? Послушай, Я что, гуляю? Да дело не в том, что бухаю? пьешь. У тебя нету детей, они тебе не нужны, эти Мне дети. дети нужны. Оля, мы с вами обратимся к прокурору Челябинской области, в Следственный комитет, потому что здесь налицо прослеживается нарушение законных представителей, то есть в лице мамы. Она не имеет права допускать в дом даже больше, чем на 2 часа посторонних лиц, не зарегистрированных. Это прописана статья в УК РФ и в УПК РФ, да? Тем более проживать постороннему человеку. У вас, вы с надзором освободились или без надзора? Надзор есть у вас? Надзор есть. О, вообще прекрасно. Он сегодня может замениться надзор. Сколько лет? Не знаю. Как не знаете? А вы отмечаетесь? Да. Вот эта личность, гражданин Российской Федерации, не имеет права находиться в квартире, где есть малолетние дети, которых должна защищать вот это вот оно в розовой куртке, да, ну тут 2 оно, яблоко от яблони недалеко падает, умом Россию не понять, но все же. Здесь преступление, вот эти женщины, которые мы смотрели с детского дома, УПДН, они также нарушают, они не выполняют свои обязательства, потому что все маленькие дети должны быть под контролем. Здесь понятно, здесь 2 подружки, они одинаково смотрят на эту жизнь. У них все прекрасно, все хорошо. То есть мужик сегодня один, второй, поменялись, там рокировки сделали в шахматном порядке. У них это все прекрасно, все хорошо. Но мы не должны забывать, там еще маленькие дети. Да я сам уйду. Мы сделали тест ДНК. Чей ребенок ваш, второй? Как зовут девочку? Снежана. Обухова Снежана Владимировна, правильно же? А вы Вальков Владимир Николаевич. Да. Да. У вас есть сомнения, ваш это ребенок или нет? Да, мой. Я изначально знал, что мой. Знали? Конечно. Ну, вы правы, это ваш ребенок. Тест этот я вам не отдам. Отдам вам, чтобы вы в органы опеки показали, что у вашей сестры, ну, что она уже совершеннолетняя, но это же доказательство о том, какой образ жизни ведет ваша мама. Потому что у вашей сестры официально, чтобы опека знала, и ребенок от мужика вашей мамы. Вам, я думаю, это пригодится, правильно же? Вот, поэтому это я отдаю вам, не вам. Вы отец, не отец. Вы мать, не мать. Вы же считаете, что вы нормально живете? Не все, но так, в общем, это... Вот и живите так дальше. Водите себе кого угодно, Не надо мне спите больше вы с кем никого. угодно. А дети ваши будут жить отдельно от вас. Нет, Люди я- в 45 лет не меняются. Я меняюсь. Люди образ Вы не жизни знаете не меня. меняют. Вы как были, как жили, так и будете продолжать и жить дальше. А дети ваши этого не заслуживают. Если я одна буду жить без мужика, можно у меня дети останутся со мной? Нет, уже не можно. Я не отдам детей уже ни одного не можно. ребенка. Единственное правильное решение в вашей жизни было
это перевязать трубы. Хотя бы в этом мы уже все можем быть спокойны. Хотя я очень люблю детей. Вот мама. Старые фотку нашли свою маму. Мы эту фотку сохранили. Со мной живут 3 детей, гражданин России. Их папа мой муж. А вы не знали, что у него вторая семья? Потом узнала. Арестовали его. Он обманул, сказал, что он в разводе официально. Нашел себе дурочку с квартиры, еще детей наделал. Он на ваши деньги дом купил, баранов купил. Приехала туда, баранов нет. Почему вы уехали обратно в Питер без детей? С ним у меня была связь, алло, и с детьми я разговаривала. 3 минуты кончилось, будете оплачивать дальше? Чего вы несете? Зачем вам дети нужны? А в Узбекистане детских домов нет. Что делать мы думали. Думали, позвали сюда нашу давнюю знакомую. А вот что она может нам предложить сегодня. Ирина, идите к нам.